Рим, по-итальянски Рома, столица и крупнейший город Италии с населением в 2 миллиона 800 с лишним тысяч человек, что чуть меньше, чем население Киева и больше, чем население Парижа. Но это только если мы берем количество людей, проживающих внутри административных границ города. А ведь известно, что в Париже эти границы охватывают довольно маленькую территорию. Но возвращаясь к Риму, если мы все-таки попробуем включить в расчет его пригороды, то мы охватим уже более 4 миллионов человек. Сейчас это, конечно, отнюдь не самый большой по количеству населения город на земном шаре, однако 2000 лет назад он гордо нес не только это звание, но и титул столицы огромной империи, простиравшейся от севера Англии до Армянского Нагорья. Но если историю завоеваний Римской империи мы все более-менее знаем по историческим и не очень фильмам, то что же творилось в самом Риме? И как так получилось, что внутри этого города существует еще какое-то государство? Да еще и монархия, да еще и теократическая. Это вообще легально? История. Днем основания Рима считается 21 апреля 753 года до нашей эры. История основания, как и многие другие события тех далеких-предалеких времен, находится где-то между мифом и правдой. Однако будем честными, тяжеловато реально поверить в историю о том, как двух братьев скормила волчица, а потом один брат убил другого за пересечение границы основываемого им города. Хотя если тебя и твоего брата воспитывает волчица, наивно рассчитывать на гуманизм в отношениях между вами. На эту тему у славян даже поговорка есть. Но чем дальше, тем легче поверить в реальность тех или иных событий в истории этого города. Проблемой первых жителей Рима был их гендерный состав. Слишком много мужчин и слишком мало женщин. Соответственно, посыл римлян был прост. Надо найти женщин, чтобы обеспечить городу рост и процветание путем увеличения численности его жителей за счет естественного прироста. Был придуман хитрый план. Неподалеку ведь живут сабиняне, можно пригласить их на праздник консуалий и украсть их жен. Звучит как действительно хороший план. Сабиняне приходят на праздник, все пируют, потом римляне похищают сабининок, мужья похищенных женщин через некоторое время возвращаются в Рим с оружием в руках и вполне ясными намерениями в глазах, и видят своих уже бывших жен, которые вышли замуж за римлян, родили от них детей и теперь призывают всех успокоиться и жить дружно. Эта история настолько популярна в изобразительном искусстве, что почти в каждой крупной художественной галерее есть картины на эту тему. Постепенно город растет, и вскоре это уже не один холм, а целых 7. Список городов, про которые говорят, что они основаны на 7 холмах, просто огромен. Но если того же москвича попросить перечислить названия этих 7 холмов, мы вряд ли продвинемся дальше Боровицкого. Римлянин же моментально сможет назвать все 7. Палатин, Капитолий, Кверинал, Виминал, Эсквилин, Целий, Авентин. Все эти холмы были окружены Сервиевой стеной. По легенде, она была построена в период правления Сервия Туллия, но научные исследования эту легенду опровергают. Так что эта стена не 6, а 4 века до нашей эры, что все равно очень давно. Некоторые ее фрагменты до сих пор можно увидеть в Риме, например, возле главного железнодорожного вокзала Термини. Очень быстро народ начинает селиться за пределами этой стены. Так в 3 веке до нашей эры становится обитаемым остров Тиберина, находящийся посередине реки Тибр. Опять же, по легенде, этот остров появился после того, как на этом самом месте был сброшен в реку последний из 7 римских царей Тарквиний Гордый, который правил настолько плохо, что пришлось придумать такую штуку, как рес публика. А что касается острова, то сейчас он соединен с берегами реки самыми древними из сохранившихся мостов Рима. Это мосты Фабричо и Честио. В 7 году до нашей эры император Август проводит административно-территориальную реформу. Теперь в Риме 14 районов и 265 кварталов. Люди живут в многоэтажках, называемых инсулами. Причем их строили даже в самом центре города, например, на Капитолийском холме. Там сейчас можно увидеть руины инсулы Арачели. Предполагается, что это был 6-этажный жилой дом, в котором могли проживать 380 человек. Понятно, что хоть это и центр, тут жили далеко не самые богатые люди города. К определенному моменту центр города оказался настолько плотно застроен, что императору Нерону совершенно негде было строить свой дворец. И тут, неожиданно, случился пожар. Город горел 6 дней, 4 из 14 районов сгорели полностью. Казалось бы, при чем тут Нерон? Но были люди, которые видели, как он стоял на окраине города, задумчиво уставив свой взор на пожар, держа в руке лиру и читая вслух поэму о гибели Трои. И уже нам решать, верить этим людям или нет. Но факт остается фактом. Появилось свободное пространство в центре города, где Нерон начал строить свой золотой дом. Что же касается расследования пожара, то во всем обвинили последователей одного стремительно набиравшего популярность религиозного учения – христианства. По преданию, изложенному в деяниях апостола Петра, Петр хотел спастись от казни, но по дороге из Рима он увидел Христа, идущего в противоположную сторону, и обратился к нему с вопросом, который на латыни звучит как «Quo vadis», по-старославянски «Камо грядеши», а по-русски «Куда идешь?». Господь ответил: «За то, что ты оставил мой народ, я иду в Рим на второе распятие».
после чего Петр решил вернуться в город. В итоге он был распят вниз головой в цирке Нерона и, как опять же гласит предание, был похоронен в близлежащем саду. А находился этот цирк на Ватиканском холме, и несложно догадаться, какое сооружение сейчас расположено на месте предполагаемого захоронения святого Петра. Ватиканский холм – это правый берег Тибра, но вернемся ненадолго на левый берег. Нерон не успел достроить свой золотой дом, а Веспасиан решил совсем по-другому обустроить эту часть города, и одним из самых заметных его решений была идея засыпать озеро в парке Нерона и построить на этом месте амфитеатр на 50 тысяч зрителей. Только подумайте, 50 тысяч зрителей! Из всех стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года только 2 превышали Колизей по вместимости. При этом Колизей был построен быстрее, чем стадион в Санкт-Петербурге. В конце III века при императоре Аврелиане в Риме была построена еще одна стена, но когда в 410 году к стенам Рима подошли вестготы во главе со своим вождем Аларихом, это не очень помогло. Рим был разграблен, а через 45 лет он был разграблен еще раз, теперь уже вандалами и аланами. И не то чтобы вандалы были значительно более жестокими по сравнению с другими набегавшими в те времена, но умышленное уничтожение культурных и материальных ценностей у нас почему-то называется вандализмом. А возглавлял тот поход Гейзерих, основатель королевства вандалов и аланов, одного из первых в истории германских государств, которое находилось здесь. В общем, ничего удивительного, это же великое переселение народов. Светская власть в Риме в определенный момент ослабла настолько, что за оборону города, содержание войск, выкуп пленных и прочие совсем не церковные дела начал отвечать римский епископ, он же Папа Римский. Теперь разберемся, почему именно римского епископа огромное количество христиан считает главным среди всех епископов. Дело в том, что Папа Римский по сути является преемником апостола Петра. Католики тут меня поправят и скажут, что апостол Петр сам был первым римским папой. И более того, католики, сославшись на строки из Евангелия, скажут, что из всех апостолов именно Петр был главным. Тут уже подтянутся православные и скажут, что Петр может быть и главный, но это не означает наличие какой-то особой власти у него или его преемников, потому и римский епископ не может находиться в иерархии всех епископов выше всех остальных. Собственно, по этому вопросу согласия между православными и католиками до сих пор нет, хотя это отнюдь не единственный камень преткновения. Папа жил в Латеранском дворце, рядом с которым находится собор святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Именно он до сих пор считается главным храмом католической церкви, а не базилика святого Петра. Папа был не только главой всей католической церкви, но и главой Папской области, занимавшей территорию в центре Апеннинского полуострова. Можно ли быть римским папой, но жить не в Риме? Можно и нужно, решил папа римский Климент V, коронованный в 1305 году в Лионе, у которого в течение 4 лет была резиденция в Пуатье, и который потом переехал в Авиньон, тем самым начав период так называемого авиньонского пленения пап. Ну, точнее, как пленение. В Рим тогда лучше было вообще не соваться. 2 римских феодальных рода, Орсини и Колонна, пытаются поделить между собой власть. У собора Святого Петра рухнула крыша, а Латеранская базилика и вовсе сгорела. В городе пусто, грустно и страшно. В этот период даже была попытка провозгласить Римскую республику. Но Коло ди Риенца, возглавлявший одно римское восстание, был убит спустя 7 лет участниками другого римского восстания. В 1367 году, когда в Риме стало хоть немного спокойней, папа Урбан V вернулся в Рим, но вскоре он понял, что римляне ему не очень рады, и отправился обратно в Авиньон. А вот уже 10 лет спустя его преемнику Григорию XI все-таки удалось положить конец авиньонскому пленению пап. И Урбан V, и Григорий XI были вынуждены поселиться в Ватикане, так как Латеранский дворец очень сильно пострадал во время пожара, и к тому моменту еще не был восстановлен. С тех времен и до сих пор резиденция римских пап располагается на Ватиканском холме, который, вообще говоря, очень неплохо защищен. В IX веке папа Лев IV окружил холм стеной, а то мало ли вдруг арабы еще раз прибегут. Мавзолей Адриана превратился во внушительный замок Святого Ангела, до которого можно добраться из Ватикана с помощью пассетто, укрепленного коридора, длина которого 800 метров. И ведь не зря строили этот коридор. 2 римским папам все-таки пришлось воспользоваться им в минуты опасности. Но когда полным ходом пошло объединение Италии, папа римский Пий IX наотрез отказался участвовать в этом деле. В 1861 году было провозглашено королевство Италия со столицей в Риме, но так как Рим еще надо было завоевать, фактической столицей поначалу был Турин. А сразу взять Рим было довольно сложно, потому что там находились войска французского императора Наполеона III. Но в 1870 году началась война между Францией и Пруссией. Наполеон III отозвал гарнизон из Рима, а Пий IX сказал тем немногочисленным солдатам, что находились у него в подчинении, мол, окажите какое-нибудь сопротивление, чисто для виду. Все равно ясно же, что проиграем. А после взятия Рима Пий IX отказался признавать итальянское королевство и стал называть себя узником Ватикана.
До 1929 года преемники Пия IX продолжали гнуть начатую им линию. Они даже отказывались давать благословение на площади Святого Петра, ибо та была под контролем непризнанной ими Италии. И только спустя 59 лет Италия и Святой Престол смогли договориться. Результатом подписания Латеранских соглашений стало появление на карте нового папского государства – Ватикана. Премьер-министр Италии Бенито Муссолини, подписавший Латеранские соглашения от имени короля Италии, решил отметить примирение со Святым Престолом градостроительным проектом. На месте двух узких улиц Борго-Веккио и Борго-Нуово и находящейся между ними череды домов, называемой Спина, была построена широкая Виа делла Кончилиационе, ныне соединяющая замок Святого Ангела в Италии и площадь Святого Петра на территории Ватикана. Что посмотреть? Город с такой богатой историей сумел сохранить самые важные следы этой самой истории. Речь прежде всего о тех многочисленных остатках древнеримской застройки, которые сейчас можно увидеть в самом центре Рима. Это и Римский форум, центр древнего города, и императорские форумы, находящиеся чуть севернее, и дворцы на Палатине. Собственно, тем словом, которым в Риме называли застроенный дворцами холм, вскоре стали называть вообще любой дворец, и потом именно с таким значением оно проникло во многие языки мира. В Риме даже есть пирамида, которой более 2000 лет. Это мавзолей магистрата Гая Цестия. Возможно, Гай Цестий принимал участие в боевых действиях римлян на территории нынешнего Судана в 23 году до нашей эры. Там как раз такие пирамиды. А самым известным из полностью сохранившихся древнеримских зданий является Пантеон, храм всех богов, построенный в начале 2 века нашей эры. Колизей хоть и популярнее Пантеона, но сохранился все-таки хуже. В Риме много интересного не только для любителей античности, но и для тех, кому по душе искусство эпохи Возрождения. В 2017 году 6,5 миллионов человек посетили музей Ватикана, где помимо десятков тысяч картин и скульптур, они смогли увидеть потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело, и 4 комнаты Апостольского дворца с фресками Рафаэля, среди которых самой знаменитой фреской является Афинская школа. А еще Рим богат архитектурой в стиле барокко. Особенно это заметно на таких площадях, как Пьяцца Навона и Пьяцца ди Спания, где впечатляют не только окружающие здания, но и фонтаны. В городе вообще очень много интересных фонтанов, от фонтана пчел до фонтана черепах. Но главным фонтаном Рима остается фонтан Треви, построенный в середине 18 века архитектором Николо Сальви. А вот на площади Венеции нет фонтана, но зато там есть Иль Витториано, монумент в память о первом короле Единой Италии Викторе Эммануэле II. Правда, не всем итальянцам нравится такой монумент. Отсюда и набор различных прозвищ для него, от пишущей машинки до вставной челюсти. А группы туристов даже не успевают придумать свое прозвище для монумента, потому что они мчатся к другим достопримечательностям. К примеру, вот круглая мраморная плита, на ней немного страшное лицо. Немного потому, что если за единицу страха принимать ощущение от логотипа телекомпании вид, то это всего лишь 0,4. Но существует поверье, что божество на этой плите откусит тебе руку, ежели ты соврешь. Эдакие уста истины. И, наверное, эта плита не получила бы такого внимания к себе, если бы не фильм «Римские каникулы» и не Одри Хепберн, которая решила пройти тест на этом неисправном детекторе лжи. Результат – ежедневные огромные очереди из туристов. Так что да, в вечном городе невероятно много мест, которым вечно длинные очереди. Но какие из римских очередей достойны вашего времени, это уже решать только вам.